25 апреля, суббота. Это Руслан Левиев. Всем привет. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов ведет какие-то свои сводки из будущего. На очередном совещании в штабе группировки войск «Юг» он сказал следующее, что ликвидация плацдарма украинских сил к востоку от реки Оскол на Купинском направлении завершена. Месяц назад в своей сводке, которая вышла 21 марта, я цитировал точно такое же совещание Герасимова, которое точно так же было в штабе группировки войск «Юг». И вот тогда он сказал, что российские войска завершают зачистку квадрата 2 на 3 километра в районе поселка Новоосиново. И только месяц спустя этот квадрат, видимо, дозачистили. С одной стороны, сводки Герасимова убежали куда-то очень далеко вперед, как минимум на полгода вперед. С другой стороны, в этом будущем у российской армии на зачистку такого маленького квадрата уходит месяц. При этом для украинских сил ситуация на Оскольском плацдарме, давайте назовем это так, хоть и вовсе не такая, как ее описывает Герасимов, но и вовсе не самая приятная. Скандал последних дней связан с публикацией в интернете фотографий бойцов 2-го батальона 14-й бригады ВСУ, которые месяцами держат позиции в районе Купинска без нормального снабжения. А последние 17 дней они вообще остались без еды и воды. И в итоге на фотографиях они выглядят так, словно только что вернулись из российского плена. Жутко истощенные. Проблема снабжения связана с тем, что стабильно снабжать воздушными беспилотниками очень сложно, если у вас где-то там не 1-2 солдата, а заметно больше. А безопасной сухопутной дороги при этом не существует. Есть река, через которую надо как-то переправляться. Поэтому дроноводы обеих сторон и пытаются уделить такое внимание ударам по ближним и средним тылам, чтобы брать под огневой контроль логистику противника, чтобы добиваться такого, что увидите на этих фотографиях. Когда бойцы истощены, для них становится практически невозможным удерживать позиции. И вот тогда случается продвижение армии России. Генштаб ВСУ уже выпустил заявление, что они провели проверку, которая подтвердила выявленные факты, поэтому со своих должностей были сняты командиры 14-й бригады и 10-го корпуса. И мне сразу вспомнилась недавняя история российского солдата Сергея Ярошева, который, по заверениям российской пропаганды, 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе села Гришино на Покровском направлении. Путин тогда поручил наградить его, из-за чего Ярошев получил звание Героя России. А вот про наказание командиров подразделений, которые допустили такую ситуацию, как-то ни слова. Самого же Ярошева пиарили только так. Все федеральные СМИ про него отписались. Также Герасимов уже в 5-й раз заявил полный захват Луганской области. Это уже становится каким-то анекдотом. 5 раз подряд заявить одну и ту же территорию, это надо уметь. За месяц с последнего такого заявления ничего не изменилось. И в Луганской области по-прежнему есть села, остающиеся под контролем украинских сил. Например, Новоегоровка и Надия, а также частично Грековка. Наш основной фокус внимания сейчас на Славянско-Краматорском направлении и связанном с ним 3 поднаправлениях. На северном фланге, оно же Лиманское направление, у российских сил ситуация осложняется. Подразделения ВСУ ставят ключевую проволоку около села Старый Караван, к югу от города Лиман. Очень эффективная штука. Честно говоря, я даже удивлен, почему Минобороны России до сих пор не снабжает свою пехоту какими-нибудь мощными кусачками для разрезания этой проволоки. И я имею в виду даже не в том смысле, чтобы проделывать проход сквозь эту проволоку, а хотя бы в том смысле, чтобы распутывать себя. Пехотинцы один за другим, в буквальном смысле, застревают в этой проволоке, не в силах выпутаться из нее. Сколько за эти года я видел украинских видео, где дроны выискивают в такой колючей проволоке российских солдат и бьют по ним. Причем проволоку даже не надо медом мазать, чтобы солдаты липли на нее. Им ставят задачу двигаться в ту сторону, они идут, наталкиваются на огромную линию этой колючей проволоки и, видимо, думают, что как-нибудь я ее сейчас перешагну. После чего довольно-таки быстро запутываются в ней намертво. Я помню видео года примерно 25-го, где показывали обучение новобранцев-штурмовиков в российской армии. И там были примеры штурмов на мотоциклах, как первый мотоциклист бросает свой мотоцикл прямо на колючую проволоку, чтобы остальные использовали его как мостик и могли проехать дальше, преодолеть препятствия. Не уверен, что сейчас такое сработает, потому что теперь колючую проволоку ставят в множество рядов. Так что вам тогда нужен либо мотоцикл длиной в автобус, либо несколько мотоциклов, сложных на колючую проволоку подряд. Эта самая колючая проволока около села Старый Караван. Это не просто еще одно хорошее препятствие. Тут важна география. Село Старый Караван находится у берега реки Северский Донец. Задача российской группировки войск «Запад», воюющей на Лиманском направлении, как раз выйти на берег этой реки, чтобы выставить там позиции дроноводов и уже оттуда брать под огневой контроль дороги снабжения ВСУ в районе Славянска.
Теперь достичь этого будет еще сложнее. Ну и сам факт того, что украинским силам сейчас удается в этом районе ставить защитные сооружения, говорит о том, что они держат его под уверенным контролем. И тогда наоборот, украинские силы могут ставить там позиции своих дроноводов, что в свою очередь сильно мешает группировке войск Юг, продвигающейся на восточном фланге Славянского направления, со стороны Северска. Теперь над ними как бы нависают украинские позиции к северу от Северского Донца. Тем более, что сколько мы следим за маршрутом их продвижений, они двигаются сплошь по низинам пока что. От Резниковки, через Калинники, на Райль-Александровку. А когда ты находишься в низинах, по тебе проще бить дронами и артиллерией. Есть усиление атак по южному флангу, а именно Константиновскому направлению. Украинский обозреватель Константин Мушевец пишет, что российские войска пытаются атаковать со стороны Часового Яра в сторону Веролюбовки и Новодмитровки. И в целом на юго-восточных окраинах Константиновки много боевых столкновений. И вот тут я бы обратил ваше внимание на публикацию украинского проекта Deep State. Они поговорили с украинскими дроноводами, воюющими на этом направлении, которые сказали следующее. Российские войска пытаются проникнуть в город, используя большое количество пехоты. У украинских сил на этом направлении не хватает в том числе дроноводов, которые помогали бы сдерживать натиск российской пехоты. И связано это в целом с нехваткой людей в ВСУ. Да, беспилотники — это оружие 21 века. Главный боеприпас, от которого происходит до 90% всех потерь. Но, дальше я цитирую, бесконечное количество российской пехоты просто проламывает оборону Константиновки. Следующая моя сводка на этом канале выйдет уже в мае. А впервые о том, что российские потери превышают набор, заявили еще в декабре. То есть скоро будет уже 5 месяцев, как потери превышают набор. И, конечно, все это время журналисты спрашивают меня, неужели действительно это так? Неужели действительно потерь так много, что набора не хватает? Вижу, как у многих в это время появляются заголовки про полные катастрофы и провалы с набором добровольцев в армию России. Но смотрите, при этом даже на 5-м месяце этой самой полной катастрофы украинские военные говорят, что российской пехоты какое-то прям бесконечное количество. Плюс на этой неделе российская армия заявила захват поселка Гришино к северо-западу от Покровска. А Deep State подтверждает продвижение российской армии там. На Гуляйпольском направлении опять российская армия продвигается южнее Залезничного, в районе Мирного. Увы, даже на 5-м месяце полного провала и окончательного срыва всех российских наступлений я не вижу изменений по ходу войны. Да, наверное, сейчас темп не такой, как год назад, но все равно по-прежнему стабильное продвижение есть. Давайте немного поговорим про технику. Как мы и ожидали, опять пошли случаи применения российских беспилотников со старлинками. Их получают работающими двумя способами. Первый способ, как ни странно, это изъятие их из обломков украинских беспилотников, прилетающих по России. Оказывается, бывает такое, что ВСУ после запуска своего дальнобойного беспилотника не отключают терминал Старлинка, который стоял на нем. Поэтому армия России просто ставит дальше его на свой беспилотник и запускает в обратную сторону. Второй способ — это так называемые дропы, то есть подставные лица. Видимо, вокруг этого появился целый бизнес. И, честно говоря, я ожидал, что никто не будет заморачиваться с физической перевозкой терминалов из Украины в Россию. Думал, просто будут передавать подставному лицу серийник российского Старлинка, чтобы человек сходил в Центр предоставления административных услуг и зарегистрировал терминал на себя. А если зарегистрировать сразу много терминалов нужно, то, наверное, будут искать подставные украинские юрлицы, чтобы регистрировать сразу список. Но вот издание «Верстка» провело свое расследование и выяснило, что нет, все же заморачиваются с физической перевозкой терминалов. Привозят сами терминалы в Украину, подставное лицо несет их на регистрацию, после чего терминалы вывозят в Европу, а дальше уже окольными путями в Россию. Это очень сложно, и на большой поток тут не поставишь. Так что я уверен, что российские беспилотники со старлинками уже никогда не будут массовой историей. Эпизодически будут появляться, но не массово. Еще на днях мы снова увидели использование украинской авиации самолета ПЗЛ М-28, который является польской модификацией самолетов Ан-28. Мы видели кадры с таким самолетом в феврале, где его использовали в качестве летающего ПВО и сбивали шахеды с помощью миниганов на борту, то есть пулеметов. А теперь их приспособили под запуск дронов-перехватчиков. Эти дроны подвешивают прямо под крылья самолета и используют в каком-то смысле как ракеты. Я думаю, так безопаснее для самолета, потому что не обязательно близко подлетать к цели, к шахеду. А ведь если близко подлетишь и собьешь шахед, то можешь попасть в облако осколков его боевой части. И в итоге сам себя собьешь. Такие прецеденты уже были. В ночь субботы на воскресенье, на прошлой неделе, украинская военная разведка и СБУ провели воздушную атаку беспилотниками по российским военным кораблям в Крыму. Да, иногда Черноморский флот все же перемещается, и отдельные корабли приходят в Крым.
Так вот, поразили несколько больших десантных кораблей и опубликовали видео с ударами по ним. На видео не видно последствий ударов, так что мы еще не знаем, насколько серьезный урон причинен этим кораблям. Но конкретно эти корабли не являются носителями крылатых ракет «Калибр». А это, пожалуй, единственное, как сейчас Черноморский флот России участвует в войне. Но в принципе, как ачивка для ГУР и СБУ, ну да, можно записать себе. Также на днях силы беспилотных систем ВСУ провели свою уникальную в каком-то роде операцию. Ну, по крайней мере, если верить описанию. Заявляется, что они смогли поразить штаб управления мобильных действий службы контрразведки ФСБ в Донецке. И якобы при этом ударе было убито 12 человек, а еще ранено 15. Честно говоря, я никогда ранее не слышал ни про какое управление мобильных действий. Знаю только управление специальных мероприятий службы контрразведки ФСБ. Ну окей, может быть, есть и такое. Есть кадры ударов беспилотниками по зданию. Но пока что какие-нибудь некрологи в Z-каналах не появились. Обычно, когда случается потеря среди прям элиты, а тут нифига себе, прям спецназ ФСБ, то довольно-таки быстро появляются фотографии с места постоянной дислокации этой структуры, где в каком-нибудь холле главного здания появляется стол, а на нем фотографии в рамках с черной ленточкой. И фотографии таких столов быстро утекают в паблике вроде ВЧК УГПУ. А пока что нету. Подождем. Отдельно хотелось бы подсветить историю про якобы готовившееся покушение на руководителей Роскомнадзора. Вчера стало известно, что ФСБ провело ряд задержаний в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле по уголовному делу о подготовке теракта. Спецслужба заявляет, что через Телеграм был завербован ряд лиц в России, которые готовились взорвать машину, в которой будет то ли руководитель, то ли руководители Роскомнадзора. В ходе проведения своих мероприятий спецназ ФСБ убил молодого человека, которого называют руководителем этой группы завербованных лиц. Как всегда, говорят, что он оказал вооруженное сопротивление при задержании, а потому был убит. После публикации об этих арестах, которые на самом деле были проведены еще в субботу, 18 апреля, перестали выходить на связь 4 участников сообщества «Алый лебедь». Это сообщество 29 марта проводило митинг на Болотной площади против блокировок интернета. То есть тема митинга даже вроде бы не самая опасная. Это не митинг против войны, не митинг против Путина, а митинг против блокировок, на которые громко жалуются даже многие известные зетники. И вот сейчас исчезают 4 участников сообщества, которое организовывало этот митинг. И исчезают синхронно с громким уголовным делом о покушении на руководителей ведомства, которые отвечают за блокировки. И все уголовное дело, все задержания, все оперативные мероприятия ведет ФСБ. Та служба, которую называют ответственной за в целом идею ведения блокировок и дальнейшего их проталкивания, несмотря на возмущение даже зетников. К чему я всю эту историю сейчас поднял? Вы, наверное, даже скажете, а при чем здесь война? Это не совсем про войну, какое-то имеет отношение к военной сводке. Даже в 26 году я периодически слышу такие претензии от иностранцев, что вот россияне не против войны. Потому что, видите, они не протестуют, нету антивоенных митингов. Такие утверждения просто показывают дремучесть этих комментаторов, их полное непонимание, как работают митинги в авторитарных странах. Все в России сейчас видят вот этот, происходящий прямо сейчас, кейс про якобы покушение на руководство Роскомнадзора. И все поймут, что, скорее всего, никакой реальной подготовки покушения не было. Это ФСБ все придумало, чтобы вот так задавить, запугать всех, кто попытается хоть как-то высказываться против блокировок. Казалось бы, той темы, которую очень многие даже зетники поддерживают. И ради такого запугивания ФСБ будет, безусловно, готова отдельных лиц бросить на долгие года за решетку, а кого-то даже и убить. Увидев все это, сколько из вас будут готовы завтра пойти на митинг против блокировок? Еще раз, не против Путина, не против войны, что еще более опасно, а против блокировок. Вот вам и ответ, почему в нынешние года вы не видите крупных антивоенных митингов. Сейчас даже не обязательно выходить на улицу, чтобы получить срок или умереть. Буквально 3 дня назад стало известно о приговоре в 1,5 года колонии 54-летней учительницы истории Ирине Костровой из Сочи за публикацию в интернете. Первые ее штрафы начались как раз за посты со словами «нет войне». Чуть меньше 2 недель назад некоторые из вас впервые услышали имя художника Андрея Акузина, моего земляка из Хабаровского края, которого арестовали за комментарии в соцсетях, поместили в СИЗО, где он покончил с собой. Он тоже активно выступал против войны. Это не какая-то особенность именно российского народа, неготовность идти на риски тюремного заключения или смерти, выступая против несправедливости, преступлений и войн. Это во всем мире так. Если есть возможность относительно безопасно проводить протестные акции, они проводятся.
Если такой возможности нет, и правительство силой и оружием давит несогласных, тогда и протестных акций нет. Я стараюсь поддерживать общение и контакты с многими людьми в России. И я в своем общении, в котором специально сам первым не начинаю говорить про войну и политику, вижу, как часто на самом деле эта тема сама всплывает. И как много людей совершенно не поддерживают войну. При этом, да, есть люди с промытыми мозгами, многие из которых прям искренне верят в то, что Россия ведет праведную войну, что она действительно освобождает население Украины. Ты им показываешь сафари на людей в Херсоне, они тебе тыкают кадры ударов украинских беспилотников в Белгородской области по гражданским машинам. Ты им показываешь кадры насилия на передовой в отношении своих же солдат, они тебе показывают кадры басификации в Одессе. Это особенности работы таких организаций, как наша. Мы ставим своей целью достучаться до российского населения и постараться показать им полную картину войны, при этом не пытаясь отрицать какую-то неприятную ее часть. Потому что на войне, любой, рыцаря в белом пальто не бывает. И надо судить по общей картине войны, а не по отдельным громким, алармистским, эмоциональным событиям. И в этой общей картине войны Путин уже 5-й год ведет агрессивную войну, в которой погибают десятки и сотни тысяч человек с обеих сторон. Именно он имеет все возможности, чтобы остановить ее хоть завтра, чтобы все это прекратилось. Это мы и пытаемся донести до российского общества. Вот с такими мыслями мы закончим нашу сегодняшнюю сводку и увидимся с вами уже в мае. Пока.